Бары, часть веру, что происходит, когда целая страна решает перекроить природу ради энергии, но получает экологическую катастрофу? В горах Таджикистана строится гигантское сооружение, которое уже изменило жизнь миллионов людей, и не в лучшую сторону. Представьте, плотина высотой в 98 этажей запирает одну из крупнейших рек Центральной Азии. Вода перестает течь туда, куда текла тысячи лет. Фермеры в соседних странах смотрят на пересохшие каналы и не понимают, куда делась их река. Их поля превращаются в пустыню. Скот умирает от жажды, целые деревни остаются без питьевой воды. А в это время в горах растет бетонная стена, которая должна была принести процветание. Рагунская гидроэлектростанция, так называется этот проект, ее строят уже больше 40 лет. Она должна стать самой высокой плотиной в мире – 335 метров. Это выше, чем Эйфелева башня. Но вот что удивительно, эта стена не просто перекрывает воду. Она запускает цепную реакцию, которая убивает сельское хозяйство в 5 странах. Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Киргизия – все они зависят от воды, которую Таджикистан теперь держит за своей плотиной. Вы думаете, это история про энергетику? Нет. Это история про то, как одно инженерное решение может разрушить экосистему целого региона и оставить без средств к существованию десятки миллионов человек. Рагунская плотина началась как советская мечта в 1976-м. Инженеры выбрали узкое ущелье реки Вахш в Памирских горах. Место идеальное, скалы с двух сторон, река мощная, падение воды огромное. Проект обещал 6 турбин, каждая мощностью 600 мегаватт. Это должно было обеспечить электричеством весь Таджикистан и еще останется на экспорт. Строительство шло полным ходом до 1991 года. Потом Советский Союз развалился. Деньги кончились. Стройка замерзла. Недостроенная плотина простояла почти 20 лет. Бетон трескался от морозов, оборудование ржавело, чертежи терялись. В 2007-м Таджикистан решил достроить проект, но денег в стране не было. Тогда власти придумали схему. Каждый гражданин должен был купить акции гидроэлектростанции. Учителя, врачи, студенты – все отдавали часть зарплаты на строительство. Фактически это был принудительный налог. К 2016-му первая турбина заработала. Плотина достигла высоты 285 метров. За ней скопилось водохранилище объемом 13,5 кубических километров воды. Это больше, чем весь годовой сток реки. Именно здесь началась проблема. Таджикистан получил контроль над водой, которая раньше свободно текла вниз по течению в Узбекистан и дальше в Туркменистан. Теперь воду можно было включать и выключать как кран. Плотина возвышается над ущельем на 335 метров. Чтобы понять масштаб, это как поставить друг на друга 84 легковых автомобиля. Основание шириной больше 1000 футов, толщина у подножия достигает 200 метров. На строительство ушло 14 миллионов кубометров бетона и 1,5 миллиона тонн стали. Водохранилище растянулось на 75 километров вверх по течению. Вода затопила 23 деревни. 8 тысяч человек пришлось переселить. Их дома, сады, кладбища ушли под воду. Компенсацию получили не все, денег в бюджете не хватило. Под толщей воды оказались плодородные земли в долине Вахша. Там веками выращивали абрикосы, виноград, пшеницу. Теперь на дне лежат целые сады. Местные рассказывают, что в первые годы после затопления рыбаки вытаскивали сети с застрявшими в них ветками фруктовых деревьев. Само строительство столкнулось с кошмаром инженеров, сейсмической активностью. Памир находится в зоне частых землетрясений. В 2002-м, когда плотина была наполовину готова, случился толчок силой 5 баллов. Появились трещины в бетоне. Пришлось останавливать работы на 2 года для усиления конструкции. Геологи предупреждали, вес воды в водохранилище может спровоцировать землетрясение. Это называется наведенная сейсмичность. Миллиарды тонн воды давят на земную кору, меняют напряжение в породах. В Китае похожая ситуация с плотиной Зипингпу привела к землетрясению в 2008-м. Погибли 80 тысяч человек. Вахш впадает в Амударью, одну из 2 главных рек Центральной Азии. От Амударьи зависят хлопковые поля Узбекистана, рисовые чеки Туркменистана, пастбища Казахстана. Когда Таджикистан начал заполнять водохранилище, сток реки упал на 40%. Летом 2018-го узбекские фермеры в Сурхандаринской области обнаружили, что их оросительные каналы пересохли. Вода просто перестала поступать. Поля хлопка начали желтеть и сохнуть. За один сезон погибло 70% урожая. 12 тысяч гектаров превратились в пыльную пустошь. Таджикистан объяснял просто: водохранилище нужно наполнить, иначе турбины не запустятся. Но соседи считали иначе. Узбекистан подал жалобу в международный арбитраж. Началась водная война без выстрелов, но с реальными жертвами. Зимой ситуация переворачивалась. Таджикистану нужно электричество для отопления. Плотина сбрасывала огромные объемы воды для выработки энергии.
Вниз по течению шли мощные потоки в самое холодное время года, когда поля не требуют полива. Вода просто уходила в пустыню. В Туркменистане затопила прибрежные районы. Вода размыла дамбы, снесла мосты, разрушила дома. Весной 2019-го под водой оказались 4 села в Либабском вилаяте. 3000 человек эвакуировали. Скот утонул, запасы зерна испортились. Фермеры оказались в ловушке. Летом засуха убивает урожай. Зимой наводнения смывают почву и разрушают инфраструктуру. Невозможно планировать посевы, когда не знаешь, будет вода или нет. Хлопок требует воды постоянно с апреля по сентябрь. В Узбекистане под эту культуру отдано 3 миллиона гектаров. Каждый гектар нужно поливать раз в неделю. Когда Рагунская плотина перекрыла воду в критический период июня 2020-го, пострадали сразу 5 областей. Бухарская область потеряла 60% урожая. Поля треснули от засухи, растения остановились в росте. Фермер Рашид Каримов из кишлака Газли рассказывал, что его участок в 30 гектаров не дал вообще ничего. Он вложил $20 тысяч в семена, удобрения, технику. Остался с долгами и мертвой землей. Каракалпакстан на западе страны столкнулся с другой проблемой. Амударья здесь и так обмелела из-за советских проектов по осушению Аральского моря. Теперь река стала совсем тонкой ниточкой. Рыболовецкие поселки оказались в 15 милях от воды. Лодки лежат на сухом дне бывших каналов. Засуха запустила опустынивание. Ветер поднимает соль с высохших полей и разносит на сотни миль. Соленая пыль оседает на оставшихся зеленых участках, убивая растительность. Спутниковые снимки показывают, что за 5 лет площадь пустыни в регионе выросла на 800 тысяч гектаров. Животноводство рухнуло следом за земледелием, пастбища высохли, колодцы обмелели. В Кашкадаринской области пал скот, овцы и коровы умирали от жажды прямо в загонах. Цены на мясо взлетели втрое. Люди начали резать последних животных на продажу, лишая себя источника дохода на будущее. В селе Дынау на юге Узбекистана жители перекрыли дорогу в июле 2019-го. 300 человек вышли с плакатами и пустыми ведрами, требовали воды для полей. Полиция разогнала протест за 2 часа. 15 человек арестовали, остальных отправили по домам с предупреждениями. Местный учитель Азиз Турсунов снял видео, где показал высохший арек и мертвые абрикосовые деревья. Ролик набрал 200 тысяч просмотров за сутки. Через неделю Азиза вызвали в службу безопасности. Видео пришлось удалить. Ему объяснили, что такие материалы портят отношения с соседней страной. Туркменские власти вообще запретили упоминать проблему публично. Журналист Дурды Мурадов написал статью о затоплении сел зимними сбросами из Рагуна. Газета не напечатала материал. Дурды уволили с формулировкой за нарушение редакционной политики. Фермеры пытались решить проблему сами. В Либабском вилаяте вырыли 20 новых колодцев. Все оказались сухими. Грунтовые воды ушли глубже. Потратили $100 тысяч впустую. Попытались провести канал из соседней провинции. Власти остановили стройку, сославшись на отсутствие разрешений. В Таджикистане критиковать плотину тоже опасно. Экологическая активистка Зарина Эргашева организовала петицию с требованием пересмотреть график сбросов воды. Собрала 3000 подписей, петицию проигнорировали. Зарину вызвали на допрос и обвинили в антигосударственной деятельности. Она замолчала. Международные организации пытались вмешаться. Всемирный банк предложил посредничество. Таджикистан отказался, заявив, что плотина – внутреннее дело страны. Узбекистан подал иск в арбитраж, но процесс застрял в процедурных вопросах. Биолог Сергей Митрохин из Ташкентского университета изучал дельту Амударьи 20 лет. Его последний отчет в 2021 содержал тревожные цифры. Популяция бухарского оленя сократилась с 3000 особей до 400. Олени не находят воду в обычных местах. Стада уходят в горы и гибнут от хищников. Тугайные леса вдоль реки умирают без весенних поводков. Эти леса уникальны, растут только в Центральной Азии. За 5 лет погибло 60% деревьев. Вместо зеленых зарослей остались серые скелеты стволов. Птицы покинули регион, исчезли гнездовья фазанов, цапель, камышовок. Рыба в Амударье почти пропала. Раньше вылавливали до 30 видов, сейчас осталось 7. Амударинская форель объявлена вымирающим видом. Последнюю особь видели в 2019-м. Причина проста. Плотина блокирует миграционные пути, а изменчивый сток не дает рыбе нереститься. Гидролог Наталья Ковалева предупреждала о проблеме грунтовых вод. Водохранилище давит на породы, меняет направление подземных потоков. В долинах ниже по течению колодцы пересыхают. В Термезе уровень грунтовых вод упал на 15 футов за 3 года. Город с населением 140 тысяч человек остается без резервного источника воды. Климатолог Дмитрий Сазонов смоделировал последствия на 20 лет вперед.
При текущем режиме работы плотины площадь орошаемых земель в бассейне Амударьи сократится вдвое. Это означает потерю продовольственной безопасности для 15 миллионов человек. Регион станет импортозависимым. Засоление почв ускоряется. Когда поля не получают достаточно воды для промывки, соли накапливаются в верхнем слое. Земля становится белой от соляной корки. Ничего не растет. В Хорезмской области засолено уже 300 тысяч гектаров. Восстановление таких земель занимает десятилетия и требует огромных затрат. Узбекистан запустил программу по переходу на капельное орошение в 2020-м. Инвестировали $500 миллионов. Цель – сократить потребление воды на 30%. Но капельные системы дороги фермеры не могут позволить себе оборудование. Государственные субсидии покрывают только 10% затрат. Ферганская долина начала строить водохранилища для накопления зимних стоков. План создать 20 резервуаров общим объемом 2 кубических километра. К 2022 построили только 5, остальные застряли из-за нехватки финансирования. Существующие резервуары теряют до 40% воды на испарение в жаркие месяцы. Туркменистан обратился к опреснению. На Каспийском побережье возвели завод мощностью 250 тысяч кубометров в сутки. Опресненную воду планировали подавать по трубопроводу на восток страны. Проект провалился. Расстояние 400 миль, перепад высот 3000 футов. Насосы потребляли столько электричества, что вода выходила дороже нефти. Казахстан пошел другим путем. Начали переориентировать сельское хозяйство на багарные культуры, которые растут без орошения. Вместо риса и хлопка сеют пшеницу и ячмень. Урожайность упала втрое, но хоть что-то растет. Южные области Шымкента и Туркестана перешли на животноводство. Разводят верблюдов и коз, которые выдерживают засуху. Киргизия построила собственную крупную плотину – Камбар-Ата на реке Нарын. Высота 200 метров, объем водохранилища 5 кубических километров. Это ответный шаг Таджикистану. Теперь Киргизия тоже контролирует воду, которая течет в соседние страны. Началась гонка гидросооружений. Все 5 стран подписали соглашение о водопользовании в 2018-м. Договорились о квотах и графиках сбросов, но соглашение не работает. Таджикистан регулярно нарушает объемы, механизмов принуждения нет. Международный суд не берется за дело без согласия всех сторон. Каризы – подземные водные туннели, которым больше 2000 лет. Их копали еще при персидских царях. Система работала безупречно. Туннели собирали грунтовые воды в горах и доставляли в долины самотеком. В Узбекистане и Туркменистане функционировало 12 тысяч каризов общей протяженностью в 8 тысяч миль. Рагунская плотина уничтожила эту систему за 5 лет. Водохранилище изменило уровень грунтовых вод. Туннели опустели. В Сурхандаринской области высох кариз Сангитамак длиной 23 мили. Он снабжал водой 40 деревень. 18 тысяч человек остались без питьевой воды. Старейшины пытались восстановить туннели, спустились под землю и обнаружили обвалы. Породы просели под давлением изменившихся водных потоков. Своды рухнули на протяжении 5 миль. Расчистка невозможна. Риск новых обвалов слишком высок. 2000-летняя инженерная система уничтожена безвозвратно. В Бухарской области Карис, Рабат и Малик снабжал водой средневековый караван-сарай на Великом Шелковом пути. Памятник архитектуры XI века. Туннель пересох в 2020-м. Стены караван-сарая начали разрушаться без влаги. Кирпичи крошатся, фрески осыпаются. Реставраторы привозят воду цистернами, но этого недостаточно. Здание обречено. Древние оазисы в пустыне Кызылкум существовали благодаря подземным водам. Оазис Айтекеби был населен непрерывно 3000 лет. Археологи находили здесь артефакты от бронзового века до средневековья. В 2021-м последние жители покинули оазис. Колодцы высохли. Финиковые пальмы, которым по 300 лет, засохли за один сезон. Оазис превратился в мертвую зону. Туркменский карийский лата считался чудом инженерии. 130 вертикальных шахт глубиной до 200 футов, соединенных туннелем длиной 31 миля. Система обслуживала город с населением 50 тысяч. В 2019-м поток воды в туннеле упал до нуля. Город перешел на привозную воду. Стоимость жизни выросла в 4 раза. Половина населения уехала. Таджикистан планирует достроить оставшиеся 4 турбины Рогунской ГЭС к 2026-му. Полная мощность станции достигнет 3600 мегаватт. Водохранилище увеличится еще на 5 кубических километров. Сток Амударьи упадет дополнительно на 20%. Эксперты Центральноазиатского института водных ресурсов просчитали последствия. К 2030-му площадь пахотных земель в регионе сократится на 2 миллиона гектаров. 30 миллионов человек столкнутся с нехваткой продовольствия. Миграция из сельских районов создаст гуманитарный кризис. Технически решение существует. Международная комиссия предложила схему координированного управления всеми плотинами региона.
Компьютерная модель показывает, при синхронизации сбросов можно обеспечить и энергией Таджикистан, и водой нижележащие страны. Но для этого нужно создать наднациональный орган управления. Ни одна страна не согласна отдать контроль над своими гидросооружениями. Таджикистан отказывается категорически. Плотина строилась на деньги граждан. Это национальное достояние. Узбекистан требует права вето на режим работы Рогуна. Переговоры зашли в тупик. Климатические изменения усугубляют ситуацию. Ледники Памира тают быстрее прогнозов. За последние 10 лет объем ледников сократился на 15%. Это означает, что через 20 лет сток рек упадет еще на треть, независимо от плотин. Регион движется к водному коллапсу. Так что происходит, когда целая страна решает перекроить природу? Получается цепная реакция разрушения экосистемы 5 стран. Миллионы гектаров превращаются в пустыню. Древние инженерные системы уничтожены. 30 миллионов человек теряют источник существования. А бетонная стена в горах продолжает расти, запирая за собой воду, которая веками давала жизнь целому региону.